Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Хрустящий хворост – лучшее лакомство для детей и взрослых. Готовится он несложно, а главное быстро из доступных продуктов. Сегодня я приготовлю хворост в виде веера, такой девчачий вариант. А для рецепта мы возьмем муку, молоко, яйца, разрыхлитель, можно взять соду, соль и сахар. Смешиваем в миске сначала жидкие продукты, то есть это яйца и молоко. Немного перемешаем. Добавляем сюда немного соли, сахара. Сахара в рецепт идет немного, где-то столовая ложка. Перемешали. И постепенно добавляем муку. Муку я взяла двух сортов. Здесь может быть не так заметно. Вот сверху у меня белая, а внутри у меня цельнозерновая. То есть я взяла пополам. Половина цельнозерновой, половина белой муки. Берем сито, просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Замешиваем мягкое, такое эластичное тесто. Вот она у нас даже видно, что цельнозерновая мука, такие видно вкрапления. Так, все, тесто готово. Я его скатываю в комочек. Беру пакетик. Прячу сюда тесто и оставляю его минут на 15-20 при комнатной температуре. Тесто полежало, стало более таким эластичным, мягким. Теперь я его поделю на две части, мне просто так удобнее будет его раскатывать. Посыпаем стол немного мукой. Формируем снова шарик и лепешечку и раскатываем тесто толщиной где-то 2 миллиметра. Тесто раскатано. Теперь берем фигурный нож, можно использовать обычный, и начинаем вырезать такой прямоугольник. Делим его вдоль. Ну и тут еще получится, наверное, 3. Раз. Сделаю потоньше. 4. Теперь каждый прямоугольник разрезаем, делим на полосочки. Но только от края отступаем с одного и со второго края. То есть вот так вот. Раз. Формируем веер. Берем два противоположных угла. Наискосок складываем, прижимаем и собираем края к центру. С одной стороны и с другой стороны. Присобираем, придавили. Веер расправили, если он немножко слипся. Обжариваем хворост на растительном масле. Я уже масло разогрела, выкладываем сюда. Расправляем хворост. Вот он сразу же увеличивается в объеме. Много не положишь, можно только
2 положить. Хворост обжариваем с 2 сторон, чтобы он был румяный. Теперь его можно доставать. Выкладываем на салфетку, чтобы убрался лишний жир. У меня есть вот такая решетка, я выкладываю на решетку. И масло стекает обратно сюда в емкость. Выкладываем следующую партию. Давайте из второго кусочка теста сделаем хворост в виде хризантем. Берем стакан, вырезаем круги. Теперь делаем хризантему. Вот один у нас круг. Мы его разрезаем, надрезаем. Чем больше надрезов, тем пышнее хризантема получится. Серединку не трогаем. На одну хризантему 3 кружка уйдет. Соединяем 3 части, по центру прижимая пальцем хорошо. Вот, цветочек готов. Теперь его выкладываем в разогретое масло. И он начинает раскрываться, расти, увеличиваться. Хворост у нас готов. Из обрезков я сделала такой обычный хворост. А вот наш веер и хризантема. Выбирайте для себя любой способ приготовления хвороста. Теперь сверху его посыпаем сахарной пудрой или жидким медом. И подаем к столу с чаем, кофе, молоком. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.